Всем привет, я Ева Эльфи, и этот ролик будет посвящен знакомствам в Тиндере. Спасибо вам, что набрали 10 тысяч лайков под прошлым роликом. Кстати, если ты его не видел, посмотри его здесь. И давайте повторим эксперимент. Если под этим роликом вы наберете 10 тысяч лайков, я приступлю к работе над следующим роликом о знакомствах. Без лишних слов переходим к обещанной теме видео. Кстати, если ты тоже хочешь попасть ко мне в ролик, то пиши классные комментарии, и 3 случайных комментария попадут ко мне в следующий ролик. В прошлом ролике я рассказала вам, как познакомиться с девушками на улице, как себя вести и как правильно все делать, а сегодня я хочу поговорить о том, как знакомиться с девушками именно в Тиндере, потому что это самое популярное приложение на данный момент, где ты можешь найти вторую половинку. Кратко введу вас в механику работы Tinder. Все просто. У вас есть телефон, и вам нужно листать либо влево, либо вправо. Если вы листаете влево, значит вам человек не понравился, а если листаете вправо, то он тебе понравился. В случае того, если у вас взаимная симпатия, вы оба листнули вправо, то у вас появляется матч, и у вас появляется возможность переписываться в приложении. За многие годы существования Тиндера разработчики придумали много вариантов, чтобы развести вас на покупку премиум аккаунта, но пока что тебе он не нужен, не покупай и пользуйся тем, что есть на данный момент. В общем, не трать свои деньги на премиум аккаунт, а лучше их потратить на свидание с девушкой, которое обязательно случится после того, как ты прослушаешь все мои советы. Итак, ты скачал Tinder, теперь тебе нужно загрузить фотографии, написать описание и, конечно же, определиться, кого ты ищешь. Давайте пройдемся по пунктам. Tinder все-таки это про визуальный контент. Будь готов, что ты будешь оценивать по фотографиям, и тебя тоже будут оценивать по фотографиям. Так что выбери свои лучшие фотографии, а если их нет, то тебе придется их сделать. Выбери фотографии, где видно хорошо твое лицо. Может быть, у тебя есть фотографии в полный рост, это тоже будет классно, потому что мы сразу оценим, какой у тебя рост, и поймем, подходим мы тебе или нет по росту. Примеры хороших фотографий ты сейчас видишь на экране. И попрошу тебя не делать пафосных фотографиях, типа где ты с сигарет, или с алкоголем, или с голым торсом, или стоишь у машины. Is this a dick pic? Все это выглядит так дешево и нелепо, сразу отталкивает, так что лучше используй фотографии более естественно, например, где ты улыбаешься. Всегда улыбка привлекает людей, и ты понравишься точно девушкам, а может и мальчикам. Круто! Теперь ты выбрал фотографии, и теперь мы перейдем к заполнению анкеты. Здесь никаких премудростей нет. Все, что тебе нужно, это немного описать себя и также написать, кого ты ищешь. Поверь, это сократит время тебе и, возможно, твоей второй половинке и приведет к тому, что она свайпнет вправо. Как по мне, идеальное описание это там, где есть немного о тебе и о том, кого ты ищешь. Хотя бы по 2 предложения. Следующий не менее важный момент – это область поиска девушки. Многие об этом забывают, а зря, ведь в Тиндере можно искать не только по возрасту, но еще и по расстоянию от тебя. Это очень удобно, например, если ты живешь в огромном городе, и ты можешь найти девушку в своем районе, например, чтобы далеко не ездить. Окей, ты загрузил фотографии, заполнил анкету и определил область поиска девушки, то теперь тебе нужно просто листать и выбирать девушек. Поверь, что в первый день, возможно, матча не произойдет, но не расстраивайся, потому что Тиндеру нужно время, чтобы настроить поиски под тебя. И я тебе дам совет, заходи каждый день и листай по 30 минут, пока не произойдет матча, а потом уже переходи в диалог и общайся с девушкой. Мои основные рекомендации в диалогах: всегда пиши первым, и перед тем, как написать, прочитай описание девушки, посмотри ее фотографии, и это тебе поможет чем-то ее удивить, возможно, и написать не банальное «привет, чем занимаешься», а уже что-то индивидуальное. Слово за слово и диалог пойдет, а возможно не пойдет. Такое тоже бывает достаточно часто. Бывает, что девушки игнорят, не отвечают, либо могут вообще удалить диалог, и это тоже нормально. Не расстраивайся, Тиндер огромный, и просто ищи следующую девушку. Главное в общении с девушками – это общение с девушками. Все просто. Не усложняйте себе жизнь, ведите себя раскованно, шутите и будьте доброжелательны, и у вас все получится. Что касается самого общения, то
Уделяйте внимание мелочам. Девушки всегда дают понять парням, что им нравится, что нет, какие темы можно обсуждать, а какие нет. Мне, например, нравится, когда парни начинают общение с комплимента. Это всегда приятно, это располагает в любом случае, и, скорее всего, вы продолжите общение, если ты ей скажешь что-нибудь приятное. Вы скажете много воды, но я вам скажу, нужно больше практики. Пишите девушкам чаще, не стесняйтесь разговаривать сразу с несколькими девушками, никто не увидит ваш диалог, это нормально и так делают все. Кстати, я же вам уже говорила, что предлагать секс в первом сообщении это не то, что нужно делать, да? Надеюсь, вы и так это понимаете и не будете писать девушке сразу с таким предложением. Следующий мой совет: не затягивай общение в Тиндере. Переходи в какие-нибудь мессенджеры типа Телеграма или ВКонтакте, потому что у Тиндера есть такое свойство иногда глючить, не показывать, например, уведомления о сообщениях, или, например, девушка может стереть диалог, и все, ты ее больше не найдешь. Так что, если у вас хорошо идет диалог, предложи девушке перейти в другой мессенджер. Также советую тебе не затягивать с общением, а лучше пригласить сразу девушку погулять. Не обязательно ее вести в дорогой ресторан сразу, вы можете просто пройтись или зайти в бар и выпить, потому что все-таки личное общение намного лучше. Вы сразу поймете, подходите вы друг к другу или нет, интересно вам переписываться или нет. А если девушка сливается со встречи, то просто переходи в Тиндер и ищи другую. А если вы договорились о встрече, ты огромный молодец. Не забудь привести себя в порядок и отправляйся на свидание. Кстати, у меня есть для тебя пару советов в этом ролике, как подготовиться к свиданию. Наверняка ты хочешь спросить меня о сексе на первом свидании. Скажу сразу, такое бывает, это нормально, у людей может возникнуть химия, они понравились друг другу, но на такое не стоит рассчитывать, такое бывает нечасто. Ну что ж, мои дорогие друзья, могу вам сказать, что знакомьтесь чаще, ходите больше на свидания, не стесняйтесь выражать себя, познавайте Тиндер, надеюсь, мои советы были полезны для вас, а я вам напоминаю, что нужно поставить 10 тысяч лайков на этот ролик, поставить палец вверх, потому что меня это мотивирует снимать новые ролики, а в комментариях пишите, может быть, какие-то смешные случаи из Тиндера, или у вас есть какие-то новые идеи для моих роликов о знакомстве. Я жду ваших комментариев, с вами была Ева Эльфи, пока! И, кстати, я люблю своих подписчиков, и поэтому лайкаю первые 200 комментариев, так что если хочешь получить от меня лайк, пиши комментарий.